Ого, класс, какая красота! Вот это красота! Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. И здесь у них спокойствие, никто их здесь не тревожит. И эти куры не стрессуют. Смотрите, класс! Сюда несет у нас чубатый доминант. Чехия. Куры, которые яиц не кушают, их они не интересуют, даже находясь в ведре, потому что они всегда их видят в гнездах. Сейчас мне предстоит очень сложная задача. Мне надо решить, какого петушка подсадить к вот этим курочкам, которые живут у меня в среднем вольере, они без петуха. Петухи у меня есть, но вот они мне не очень нравятся. Сейчас я вам покажу, какие петухи есть у меня, и расскажу, почему они мне не очень нравятся для этих кур. Так получилось, что то, что я планировала, немножко не получилось. Тот, кто смотрит мой канал, знает, что произошло в этом вольере. И эти курочки остались без петушка. И сейчас я вам покажу, кого я им предложу. Любая корзина или ящик – это любимое место для котов. Только поставила корзинку, все, здесь уже Маруся. В этой теплице у меня живут два вот таких петушка. И если подселять их к моим курочкам, то нужно их двоих. Потому что если я передумаю, то назад дороги нет. Если один из них поживет отдельно, то уже потом, когда я буду подселять, то они уже друг друга не примут и будут очень сильно биться. Поэтому переселять их нужно вдвоем. А теперь расскажу, почему они мне не подходят. Начнем с петуха Фавероля. Во-первых, у него вот так вот сломан хвост. Хвост этот еще сломан у него с тех пор, когда он был цыпленком, сидел, если помните, в загородке под шелковицей. И еще цыпленком, когда он был, у него вот так вот на бок сломался хвост. Это раз. Второе, это огромный петух. Он будет рвать мне этих курочек чубатых. Он очень огромный. Второй петушок. Второй петушок вроде бы подходит. Ничего такого я как бы не могу о нем плохого сказать. Но единственное, что мне не нравится, расцветка его. Вот серый с вот таким вот грязным белым цветом. Мне не очень нравятся такие петушки. Я вижу, что это петух помесный с амроксом. Курочка амрокс и моя чубатая курица. И что мне еще в нем не нравится, это белые лапы. Вот петухи с белыми лапами, это мне не очень нравится. Не знаю почему, объяснить не могу. Но вот когда они желтого цвета или же черного, это гораздо красивее. Вот такие два кандидата, но переселять их, еще раз повторяю, нужно вместе.
Потому что если один из них посидит, то потом, ну и как-то оставлять второго петуха одного здесь тоже не очень хочется. Это первый вариант. Вот эти два петушка. В теплице с индюками у меня живут еще два петуха. Вот этот петух, который не чубатый, он сразу мне не подходит, потому что он не чубатый, хотя вот мне очень нравится его грудка. Вот такая вот в сердечке. Видите? Сердечки очень красивое, все в нем красиво, и хвост, и все красиво, но и лапы желтые, как мне нравится, но чубчика у него нет. Есть второй петушок, вот такой вот, он чубатый петух, все хорошо, но вот не сильно я хотела бы в этом году оставлять коричневого петуха. И он вот по размерам, он как раз туда подходит. Он небольшой, кур он рвать не будет, но в нем мне не нравится его форма. Вот он какой-то, как бы вот, знаете, ожидающий опасность. То есть он здесь не лидер. Он подходит, все хорошо, этот петух красивый. Но вот немножко форма его тела мне не очень нравится. Вот этого петушка можно попробовать во второй вольер. Это второй вариант. Третий вариант — это вот этот мой старый петух помесный с мараном. Вот такой вот петушок. Потому что его здесь петух мой старый обижает. Но здесь он более или менее живет нормально, потому что вольер большой. От петуха он может убежать, это не страшно. Но как вариант, это тоже неплохой вариант посадить к ним вот этого петуха. Он очень хорошо им подойдет. Но если, опять же, я его пересажу, то назад дороги не будет. Назад его вот этот петух уже не примет. Если сейчас он его более или менее терпит, с наступлением вечера он, конечно, за ним гоняется и бьет его. Но за счет того, что вольер большой, он убегает. То есть принимать решение нужно окончательно, если забирать отсюда этого петуха. А с другой стороны, на это количество кур одного петушка, который здесь останется, это будет очень мало. Особенно если учитывать, что скоро уже начнется сезон инкубации. На это количество кур как раз эти два петуха отлично справляются со всеми курочками. Но как вариант третий я тоже рассматриваю. Ну, а четвертый вариант — это петушок Амираукана молодой, которому еще нет 4 месяца, который отсажен у меня отдельно от того, который лидирует Амираукана. Но этот вариант тоже под вопросом, потому что петушок Амираукана еще очень маленький, ему нету 4 месяца, это раз. И во-вторых, петушок Амираукана находится пока что в очень хороших теплых условиях. И сразу его в январе месяце бросать сюда на улицу, в курятник с открытым выгулом, нельзя. Пересаживать птицу из тепла в холодное время года нужно постепенно, уже только с наступлением весны. Поэтому петушок Амираукана сюда не подходит. Петушок Амираукана, все у него хорошо, сидит отдельно, никто его не обижает здесь. Вот так вот на жердочке он сидит. Просторный вольер, подрастет и куда-нибудь его применим обязательно.
Это носитель гена голубого яйца. Петушок Амераукана. Мне очень интересно, кого бы вы выбрали. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какого бы петуха пересадили бы вы на моем месте. Ну, а я, как вы догадались, останавливаю свой выбор на вот этом петушке, так как он больше всего подходит. Ну и поменять его я всегда смогу, потому что этого петушка все равно будем убирать. Все, теперь ловлю его и отношу курочкам. Идем в курятник. Вот такой он красавец. Жалко мне его убирать, поэтому попробую начать с него. Посмотрим, как он себя будет вести с курочками. Гребень полностью мне подходит. Вот такой вот очень красивый, коротенький, чтобы он не отмерзал на морозе. Ну, а вот сережки, конечно, очень длинные. Ну, выбираю из того, что есть. Выбираю из того, что есть, потому что у кур обязательно должен быть петух, даже если не планируется яйцо на инкубацию. Идем, Петя, идем, они тебя ждут. Вы бы видели, что происходит, когда он увидел кур. Он срочно сюда хочет. Идем, идем, у тебя другие курочки. Красивые. Мы на месте. Отпускаю его курочкам и будем смотреть. А ну-ка. Даже если не планируется инкубация, петух руководит курочками. Он хозяин, он показывает им, куда нужно нести яйцо, он их организовывает и вечером заведет спать, они останутся на улице, как мои куры любят. Они просто любят остаться на ночь на улице, а петух их должен завести в вольер. Петух – это хозяин. Куры в шоке. Петух еще в большем шоке. Смотрите, как сразу выпрямилась осанка у петуха. В теплице он ходил сгорбленный. То, что мне в нем не нравилось. А теперь смотрите. Так. Мой старый петух увидел конкурента. Давай, разбирайся.
Ну и чтобы разрядить обстановку, я сейчас буду кур спасать. Принесу им что-то вкусное. Надо срочно идти за чем-то вкусным. Принесу что-то вкусное. Разрядить обстановку можно только вкусняшками. Все, всех ведет петух. Петух всех ведет. Вот так. Все. Иди к курочкам, иди. Так, терпит, нормально. Хороший хозяин, хороший петух кушает после кур. Смотрите, видите? Сначала кормит кур, а потом будет кушать сам. Витамины и овощи. Зовет всех кур. Белый хвост красивый. Даже если не нужны яйца на инкубацию, я бы все равно рекомендовала, чтобы куры были с петухом. Петух организовывает кур, дисциплинизирует их, учит. Он много чего делает для кур хорошего. Поэтому даже если не надо собирать яйца на инкубацию, нужно просто пищевое яйцо, все равно я бы рекомендовала обязательно держать петуха.